Вера держала в руках чашку с давно остывшим чаем и смотрела на сбегающие со стекла тонкие струйки дождя. Там, за окном, плакало осеннее небо, как будто погода понимала ее состояние и плакала вместе с ней. Полчаса назад ей позвонил Артем, сказал, что уходит от нее. Жестоко так сказал. Мол, ему надоела такая жизнь, он не хочет тратить свои годы на бессмысленные отношения. В какой-то степени Вера его понимала. 5 лет назад, когда они поженились, она не сказала Артему о том, что не может иметь детей. Ей тогда казалось, что дети – это не самое главное, если двое любят друг друга. Но оказалось, что Артем очень хочет ребенка, и семью без детей он не представляет. Вера и тогда не сказала ему правду, смолодушничала, побоялась, понадеялась, что ее любовь к мужу сотрет желание иметь детей. Артем узнал правду от ее матери. Он был зол, кричал на нее, пока собирал вещи. «И долго ты собиралась морочить мне голову?» Что она могла ответить ему? Что вообще никогда не собиралась рассказывать о травме, после которой она лишилась возможности познать радость материнства? Должна была сказать, но надеялась на что-то. Но мама, как она могла так поступить с ней? Хотя, чему тут удивляться? Это же ее мама. И воспоминания нахлынули, захлестнув волной. 28 лет назад. Мама кричала на нее, забирая из детского садика. «Ну на кого ты похожа? А? Ты посмотри, какая ты грязная. У всех дети как дети, а у меня какая-то неправильная дочь. Ох, и куртку порвала. Я тебе дома задам, неряха». 5-летняя Вера сжималась от испуга в комок и боялась, что мама не заберет ее из садика домой, потому что мама очень часто говорила, что ей не нужна дочь-неряха. Она такую дочь оставит в детском саду, пусть ее другие забирают. Вера так боялась, что ее заберут в чужой дом, что старалась поменьше передвигаться в садике, чтобы не испачкать платье или колготки. Но к вечеру одежда все равно почему-то оказывалась испачканной. То на занятиях краской кто-нибудь мазнет случайно, то за обедом сосед компот на стол прольет и на рукавчик Вериного платья брызнет. А сегодня на прогулке играли в эстафету и бегали с флажками на перегонки. Вера так старалась прибежать первой, что не заметила пластмассовое ведерко и споткнулась об него. Упала и больно ударилась рукой об песочницу. А потом оказалось, что рукав куртки зацепился за гвоздь бортика песочницы, и на нем образовалась некрасивая дырка. «Идем, горе ты мое!» – досадливо сказала мама и пошла на выход. Вера радостно засеменила за ней домой. Дома Вера обычно забиралась на большую мамину кровать и сидела там до самого сна. У нее был старенький плюшевый медведь, с которым она играла, а мама тем временем смотрела телевизор. В свои 5 лет Вера очень хорошо усвоила главное правило жизни – маме нельзя мешать. Она обожала маму, была готова сделать для нее все, что она пожелает, но маму почему-то не радовали ни аппликации с цветочками, ни помытая чашка, ни самостоятельные сборы в детский садик. Мама требовала одного – не мешать. И Вера со временем поняла, что не мешать – это не петь, не просить кушать, не пачкать одежду, не издавать звуков во время просмотра телевизора. Иначе мама начинала кричать, называть ее неправильной дочерью и наказывать. Она уже перестала бояться наказаний, привыкла, но к маминому гневу она никак не могла привыкнуть и боялась его, боялась огорчить, помешать. Сегодня в садике делали подарки для папы и дедушек к празднику. Вера была не единственная, у кого не было ни папы, ни дедушки. Но именно сегодня, сосредоточенно приклеивая красную звездочку к боку картонного танка, Вера задалась вопросом, а где ее папа? Когда пришла мама и начала ругать за испачканную одежду, Вера забыла про этот важный вопрос. Но когда она, придя домой из садика, умостилась на кровати и начала играть с Мишкой,
вдруг вспомнила и не успела даже подумать, как вопрос выскочил у нее наружу. «Мама, а где мой папа?» Мама вздрогнула, обернулась к ней и внимательно посмотрела. Вера от страха съежилась и крепко зажмурилась. Она уже ожидала грядущее наказание, потому что помешала маме смотреть телевизор. «Папа? Твой папа? А что это ты про папу вспомнила? Тебе мамы мало? Папу захотела?» Вера замотала головой, и тогда она впервые увидела маму в таком состоянии, которое ее сильно испугало. Мама кричала, плакала, обвиняла Веру в своих несчастьях. В тот вечер она много пила из своей чашки, с которой обычно сидела перед телевизором, и потом сказала такое, что Вера запомнила на всю жизнь. Ты виновата, что у тебя нет папы. Ты родилась, а он не хотел тебя и ушел, бросил меня одну из-за тебя». Вера беззвучно плакала, то ли от страха, то ли от жалости к матери, которая по ее вине осталась без ее папы. Мама тогда обессиленно упала в кресло перед телевизором и там заснула, а Вера крепко обняла старого Мишку и лежала на большой кровати, боясь громко дышать. Она чувствовала себя лишней и виноватой перед мамой. Хотелось плакать навзрыд, но маме нельзя мешать, и она залилась беззвучными слезами. Когда Вере исполнилось 13 лет, она прекрасно научилась ориентироваться в мамином настроении и избегать вспышек ее гнева. Вера по-прежнему сильно любила маму и стремилась не мешать ей жить, но теперь это было сделать гораздо проще. Главное – не попадаться маме на глаза, особенно когда она устраивает личную жизнь. Все чаще и чаще Вера оставалась ночевать у подруги Ирки. Они дружили с 1 класса. Ирка знала ситуацию Веры и не осуждала ее. Наоборот, честно признавалась, что завидует такой свободе. Ведь Вера была не нужна своей матери. Не было тотального контроля, расспросов, наказаний за плохие оценки. Но не было и другого. Нарядной одежды, девичьих штучек, денег на кино и мороженое. Ирка с удовольствием делилась всем этим с подругой. Благо ее родители были обеспеченными людьми и не требовали отчета по расходам карманных денег дочери. Удивительно, но ни школа, ни органы опеки ни разу не поинтересовались жизнью девочки из неполной семьи, несмотря на одежду девочки и состояние ее портфеля. Даже тетрадки ей часто одалживали одноклассники, зная, что она не сможет отдать. Мама Веры трудилась в магазине, раз в год приходила трезвой на родительские собрания. Сама Вера училась неплохо, потому что в начальных классах учеба стала ее спасением от тягостного быта, а потом и вовсе стала хорошей привычкой. Но что бы Вера ни делала, мама была недовольна. Все было не так, неправильно. А когда Вера не приходила домой ночевать, мама ни слова не говорила. В тот теплый весенний вечер Вера шла к Ирке, когда к ней на мотоцикле лихо подъехал парень из их школы, Антон. Он был старше на 3 года и слыл кумиром старшеклассниц. «Куда направляешься, красотка?» – спросил парень. «К подруге», – ответила Вера. «А что?» «Садись, подвезу». Зачем она тогда согласилась? И сердце даже ни разу не стукнуло в тревоге. Куда ты собралась ехать на мотоцикле со взрослым парнем? Она села. Антон лихо взял с места и помчал мотоцикл в сторону городского стадиона. Было здорово. Ветер развевал волосы и свистел в ушах. И было все равно, что они едут не в том направлении, куда ей было нужно. А потом наступила темнота. Вера очнулась в палате. Болело все. Хотелось пить. «Девочка очнулась! Врача позовите!» – закричал кто-то. В ушах Веры крик отозвался стократным колокольным звоном и резкой болью. «Очнулась, миленькая. Сейчас я доктора приведу», – послышался ей более тихий и очень приятный голос. Доктор пришел довольно быстро, проверил реакции, что-то записал в листочке, велел продолжать терапию. «Доктор,
– прошептала Вера. «Где мама? Она знает?» «Мама? Мама знает. Сейчас я ей позвоню. Не волнуйся. Отдыхай, набирайся сил. Тебе сделали серьезную операцию». Мама пришла вечером, когда обессиленная Вера уже находилась в полубредовом состоянии. «Ну что, догулялась? Теперь тебя искромсали. Будешь вся в шрамах и порезах. Одно хорошо. Не произведешь на свет таких же неправильных, как ты». Вера смотрела на маму, чье лицо исказило злоба. Ей хотелось закричать: «Мамочка, обними меня, согрей, мне плохо и страшно». Но слова застряли в горле. Она попыталась вложить свои чувства во взгляд. Это было единственное, что она могла сделать, и ей так хотелось, чтобы мама ее поняла. Но мама произнесла: «Что глаза пучишь? Калека ты теперь. И что я с тобой буду делать? Сдам в интернат? Так и знай. Вот так и знала, что что-то такое случится. Неправильная у меня дочь. И за что мне все это? Вот только калеки дома не хватает. Нет, не будет». Мамины прогнозы не сбылись. Вера не стала инвалидом. Молодой организм справился с травмами. Но после этого вердикт врачей был категоричен: детей не будет. Удивительно, но даже после такой необычной поддержки матери Вера не замкнулась, не обозлилась, не отвернулась. Она продолжала безусловно любить маму и старалась ей не мешать, чтобы не огорчить и не вызвать гнев. Вера строила свою жизнь так, чтобы не помешать, так, чтобы просто жить. В 27 лет она вышла замуж за Артема по большой любви. Они встречались около года, и потом он сделал ей предложение. Как только Вера ушла из дома, сначала в институт, а потом на работу, то даже воспряла духом, особенно на работе. Тут она была полностью независима от мамы, сняла себе отдельное жилье, и когда никто каждый день не говорил о ее никчемности, она начинала больше верить в себя. Через 2 года на работе ее повысили, а потом еще, и она смогла уже не снимать квартиру, а взять в ипотеку, накопив на первоначальный взнос. Но для мамы при этом она все равно оставалась никчемной. Вот и когда сказала о предстоящей свадьбе, мама сказала: «Ну, хоть кто-то тебя подобрал, никчемную». По-своему радовалась мама. «Не забудь предупредить парня, что ты пустоцвет». «А если он после этого не захочет жениться, мама?» Мама тогда задумалась, взвесила свои преимущества и согласилась с тем, что не стоит огорчать будущего зятя. «Живи», – благословно резюмировала мама, – «и выкручивайся сама». Дождь за окном не прекращался. Частый стук капель по стеклу убаюкивал. Хотелось уснуть. Да и когда много слез пролито, только к этому и тянет. В какой момент она упустила мужа? Она поддерживала его почти навязчивую идею родить ребенка. Она вместе с ним вечерами предавалась радужным мечтам о том, как они сделают ремонт в маленькой комнате и оборудуют ее под детскую, как их малыш будет засыпать под лунную сонату Бетховена, как они купят велосипед и маленькие коньки, чтобы вместе ходить в выходные на каток. Но беда в том, что она знала, что никогда не сможет родить ребенка, но продолжала мечтать, а Артем не знал об этом. У них было самое главное – надежда. Нет, не так. Не у них, у него. А мама все испортила. Взяла и рассказала Артему правду. Зачем? Что изменилось после этого? Чем брак Веры помешал маме? Опять она сама виновата. Во всем. Ведь она неправильная дочь, не такая, как все. И стала неправильной женой, от которой ушел муж. Неправильные не имеют права на жизнь. Наверное, мама именно это пыталась донести до нее. Не имеют права на жизнь. За окном взвыл ветер, хлестнув стекло гостью листьев и дождем. Хотелось еще больше спать. Да, и это сейчас было самым правильным. Как говорится, утро вечера мудренее. А ночью ей снился прекрасный сон. Она была счастлива,
и рядом с ней шла веселая рыженькая девочка, а рядом с ними старушка, так похожая на ее бабушку, которую Вера видела только на фотографиях. Бабушка говорила: «Верочка, у тебя все хорошо, и ты будешь счастлива так, что даже не вспомнишь об огорчении сегодня». Прошло 4 года. «Мама, мам, смотри, какие цветочки! Давай купим!» Вера крепко держала ладошку 5-летней девочки, которая выбирала цветы. После ухода Артема в ее жизни произошли изменения. Мама умерла через месяц после ее развода с Артемом. Неожиданно. Пытаясь заглушить боль двойной утраты, Вера погрузилась в волонтерскую деятельность, ведь, помогая другим, забываешь о своей боли. Маленькую Аришку она увидела в одном из притонов, где они искали пропавшего подростка. Чумазая, непонятного возраста и очень голодная тогда встретилась она ей. Год ушел на оформление опекунства. За это время Вера почувствовала себя столь сильной и целеустремленной, что готова была ради Аришки горы свернуть, и добилась своей цели. Ариша искренне считала Веру своей мамой, и сегодня, в годовщину смерти Вериной матери, они зашли купить цветов. Арише понравились голубые хризантемы. Хризантемы неправильного цвета. И Вера подумала, что голубые хризантемы – это так правильно в память о матери от неправильной дочери. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.